Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала интернет-магазина комнатных растений Zibi Market. Сегодня я расскажу, как ухаживать за одним из самых неприхотливых комнатных растений. Покажу несколько способов размножения и пересадку замиокулькаса. В ассортименте нашего интернет-магазина различные виды и размеры замиокулькаса. Перейти к нам на сайт можно по ссылке, указанной в описании. Это растение известно почти всем цветоводам. В народе его еще называют долларовое дерево из-за формы листьев, похожих на монетки. Растение имеет темно-зеленые мясистые листочки, заостренные на конце. Их поверхность покрыта восковым налетом, из-за которого листья приобретают глянцевый блеск. В высоту замиокулькас может достигать примерно 1 метр, но растет он достаточно медленно. При надлежащем уходе взрослый замик может цвести 1-2 раза в год. Как и у многих других ароидных, цветок светло-желтого цвета, напоминает початок на коротком толстом цветоносе. Размножение долларового дерева – некропотливый процесс, но времени на формирование клубнев и корней уйдет достаточно много. Итак, начнем с пересадки. Это растение в комнатных условиях растет достаточно медленно, поэтому частая пересадка ему не требуется. У нас есть взрослый замиокулькас, корневая система которого разрослась, и клубни уже начали деформировать горшок. Если не успеть вовремя пересадить растение, то, возможно, придется разрезать кашпо. Прежде чем освободить растение из горшка, я уберу верхний слой почвы. Лучше не пересаживать замик сразу после полива, а дождаться подсыхания грунта, так как освободить растение от сухой земли намного проще. После того, как удалось убрать наружный слой грунта, можно извлекать растение из горшка. Пересаживать замиокулькас нужно с особой аккуратностью, так как он имеет очень чувствительную корневую систему. Я хочу заменить субстрату растения, поэтому и очищаю его корни. Если вы не собираетесь менять состав грунта, то желательно пересаживать методом перевалки, не счищая старую землю. Таким образом, замик лучше перенесет пересадку. Листья долларового дерева растут из спрятанных под землей мощных клубнев. Они имеют способность накапливать влагу и постепенно ее отдавать. Замиокулькас был посажен в землю с добавлением гумуса и перлита. В таком грунте растение хорошо себя чувствовало и прекрасно развивалось. Но сейчас я решила внести изменения в состав земляной смеси. Итак, помимо небольшого количества торфа, я буду использовать керамзит мелкой фракции, обожженную глину, и добавлю немного биогумуса. Грунт для замиокулькаса должен быть очень рыхлым, чтобы вода не застаивалась в горшке. Также он должен обладать воздухопроницаемостью, чтобы у корней был доступ к кислороду. Горшок должен быть на 2-3 см больше предыдущего. Нельзя сразу пересаживать растение в больший по объему вазон, так как есть риск залить растение. Помещаем наш замик в центр горшка и образовавшиеся пустоты заполняем грунтом. Посадить растение нужно на ту высоту, на которой оно и росло до этого. Не нужно сильно заглублять клубни. Пересадка завершена. Далее я расскажу о нескольких способах размножения замиокулькаса. Самый на первый взгляд простой способ – деление. Нужно от взрослого растения отделить клубень. Сложность такого способа в аккуратности. Нужно особенно нежно, не повреждая клубни и корни, разделить растение. Готовую деленку можно сразу посадить в субстрат. В грунт я добавлю перлит,
торф и биогумус. Перед посадкой растения можно увлажнить почву. Помещаем растение в горшок и засыпаем корни землей, слегка приминая ее. После посадки поливать растения не нужно, необходимо дождаться просыхания почвы. Следующий способ размножения – черенкование. Черенок можно поместить в воду и дождаться формирования корней. Или можно сразу посадить лист в субстрат. Длина черенка 10-12 см. На нем должно быть не меньше 2-3 листочков. После посадки нужно избегать переувлажнения грунта, но и полностью просохнуть субстрат не должен. Также успешно можно размножать замиокулька с фрагментом листа, но времени на укоренение уйдет гораздо больше. Отрезаем листочек и высаживаем его в субстрат. Неукорененным листьям нужен постоянный яркий свет и тепло, поэтому можно накрыть горшок пленкой. В один горшок я помещу несколько листочков. Когда у них начнут появляться клубни, необходимо будет их рассадить. Этот черенок мы посадили в грунт несколько месяцев назад. Он успешно укоренился и пошел в рост. Недавно замиокулькас выпустил новый лист. Он имеет ярко-зеленый цвет, который со временем немного потемнеет. Уход за замиокулькасом невероятно прост. Справятся даже малоопытные цветоводы. Это растение родом из пустынных районов Африки, а значит привыкло к засухам и палящему солнцу. Оно может накапливать влагу в клубнеобразном корне, черешках и листьях. Поэтому и поливать долларовое дерево нужно достаточно редко, когда подсохнет верхний слой грунта на пару сантиметров. Зимой полив должен быть еще реже, почва должна просохнуть не менее чем наполовину. Замиокулькас не любит переливы, застой воды грозит гниением корней, а также может привести к образованию гнили на стеблях. Комфортная температура воздуха для замика в летний период 20-25 градусов, зимой примерно 16-18. Нельзя допускать, чтобы она опускалась ниже 18 градусов, иначе растение может погибнуть. Растения не требуют повышенной влажности, чрезмерная сырость пагубно влияет на замиокулькас. Он хорошо переносит сухой воздух. В отличие от многих других растений, замик можно выращивать вблизи отопительных приборов. Периодически можно устраивать теплый душ и протирать листья от пыли, чтобы они оставались глянцевыми. Замиокулькас любит яркий рассеянный свет. Подойдет западное или восточное окно. Летом нужно оберегать растения от прямых солнечных лучей, которые могут вызвать ожоги на его листьях. Растение может адаптироваться к любому освещению, но при недостатке света замедлится его рост. Основной проблемой выращивания, с которой сталкивались цветоводы, является пожелтение листьев замиокулькаса. Это может быть вызвано как недостаточным, так и избыточным количеством влаги. Если проблема в продолжительной засухе, то достаточно откорректировать режим полива. Но если растение было залито, то необходимо извлечь его из горшка и удалить сгнившие корни и испорченные клубни. Хотя замик достаточно редко поражается насекомыми, вызвать желтизну листьев могут и различные паразиты. В этом случае нужно избавиться от вредителей. Скинуть листья замиокулькас может только при продолжительной засухе. Если корневище осталось в целости, то при восстановлении комфортных условий содержания оно опять прорастет и зазеленеет. Спасибо за просмотр! Желаю вам удачного размножения замиокулькаса и других растений.
Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк.